22 августа во время проведения игровой выставки Gamescom 2017 в Кёльне компания Ubisoft Blue Byte официально анонсировала новую часть серии игр Анна 1800. На данный момент доступной информации о новой игре немного, что порождает в игровом сообществе домыслы и спекуляции. Ситуация связана и с тем, что единственный источник, достаточно широко представляющий анонс Анна 1800, ориентирован исключительно на немецкоязычную среду. Это игровой портал GameStar, представивший к настоящему времени немало информации, раскрывающей основные особенности будущей Анна. Об этом и будет рассказано в этом видео. Приветствую всех на обновленном канале Анна Видео. С вами Игорь Гуда. Как и для всех вас, или во всяком случае большинства, для меня анонс нового градостроительного симулятора Анна был ожидаемым и вполне предсказуемым. Во-первых, потому что с момента выхода в 2015 году последней игры серии Анна 2205 прошло уже достаточно времени. Во-вторых, следующий год станет для бренда Анна юбилейным, 20-м. И в-третьих, все последние части этой экономической стратегии анонсировались исключительно во время игровой выставки Gamescom. Есть еще в-четвертых, в-пятых и так далее. Но это сейчас опустим, это не главное, а важно то, что по заверениям разработчиков, с новой игрой серия Анна возвращается к своим истокам. Однако это не означает, что возвращается геймплей первых 5 частей. На самом деле, судя по всей совокупности известной мне информации, новая игра представляет собой синтез Анна 2205 и... Многозначительная пауза. Догадались, какая из предыдущих частей взята за образец для подражания? Да, именно Анна 1404 названа креативным директором нового проекта Blue Byte Minds Дирком Ригертом лучшей частью серии. Но не только эта часть послужит ориентиром. Разработчики заявили, что используют в Анна 1800 все лучшее, что было создано в этой уже классической и почти легендарной серии экономических стратегий. В подтверждение своих намерений сделать игру, которая удовлетворит пожелания как ветеранов серии, так и новых адептов, запущен проект Anna Union, который призван стать полноценной платформой взаимодействия разработчиков и фанатов. Обещаны не просто внимание к пожеланиям игрового сообщества, а полноценное участие геймеров в процессе разработки и в качестве источника идей, и критиков, и даже в принятии многих решений путем голосования. К этому обязательно надо добавить приглашение всех желающих принять участие в открытом бета-тесте, который состоится в достаточно скором времени. И это с учетом того, что до релиза игры еще более года. Да, зима 2018 в трейлере обозначает в лучшем случае следующий декабрь. Такой подход Blue Byte, а точнее и основной студии разработки Blue Byte Minds и наверняка издателя Ubisoft укрепляет уверенность в том, что разработчики в этот раз сделают действительно лучшую часть серии в соответствии с пожеланиями игрового сообщества и высокими технологическими стандартами немецкого качества. В целом, можно сказать, обещано многое, но, как вы понимаете, относиться к этому необходимо с изрядной долей скепсиса. Вся информация от разработчиков в настоящее время больше декларация о намерениях, чем конкретное воплощение в игровом продукте. Продемонстрированное на Gamescom геймплейное видео, очень раннее при альфа-версии Анна 1800, слишком мало отражает заявленные особенности будущей игры. Больше информации появится позже, а часть из нее мы сможем проверить в ходе открытого бета-теста. Итак, что обещают разработчики из Blue Byte Minds сделать в Anno 1800? Начнем с общей направленности будущей игры. По примеру предшествующей Anno 2205, в новой игре сюжетная кампания будет интегрирована в бесконечную игру.
Это, на мой взгляд, удачное решение. При том, что обещано большее сюжетное разнообразие, множество сценариев ситуаций, подобно известному дополнению к Анно 1701, что значительно увеличит количество промежуточных результатов. В свою очередь, и бесконечная игра повлияет на кампанию за счет различных реакций конкурентов на сюжетное событие. И поскольку Анно 1800, в отличие от предшественника, снова будет иметь случайные карты, да-да, это, по мнению разработчиков, значительно повысит мотивацию геймеров пройти игру многократно. И тем более с учетом возвращения полноценного мультиплеера, о котором пока информации мало. Надо отдать должное и другому продуманному решению Blue Byte – возможности гибкой настройки игры. В том числе будет возможно вообще отключить режим кампании и играть в классический вариант бесконечной игры. Это относится и к такому также важному элементу интерфейса, как подсказкам, которые, впрочем, могут понадобиться, так как сюжет Анно 1800 охватывает целую историческую эпоху. Начиная с классического сельского хозяйства, мы затем переживаем социальное потрясение промышленной революции, включая все особенности XIX века, колониализм, империализм и прочие рабочие движения. Ввиду такого подхода в течение всей игры будет даже изменяться и визуальное представление многих игровых элементов. Для новой игры будут использованы некоторые нововведения Анно 2205, например, производственные модули и перемещение построек, но также возвращены многие строительные элементы из Анно 1404, к примеру, лесорубы и лесопилки или хлебный триумвират, состоящий из зерновой фермы, мельницы и пекарни. При этом обещано усложнение в сторону классических многоэтапных производств, предполагающих тщательное планирование. Кроме того, в новой 7-й игре серии вновь появятся сооружения, соответствующие по сложности монументам из 4-й части. Как раз в трейлере нам представили одну из них – всемирную выставку, имеющую соответствующий исторический прототип – Всемирная выставка в Лондоне в 1851 году. В Анно 2205 была сделана ставка на глобальный склад. Определяющую роль играли также местоположение производства и длина транспортных маршрутов. А при размещении производства сразу же показывался баланс произведенных и потребляемых товаров. В Анно 1800 вновь имитируется каждый этап производства и транспортировки, в котором, кстати, используется и железнодорожная сеть. Возможности железной дороги, как сообщает Хейко Клинге, редактор GameStar, разработчики все еще держат в секрете. Судя по pre-альфа-версии, такой транспорт обеспечивает взаимодействие между складами. Зерно нужно перенести сначала на мельницу, муку в пекарню и, наконец, хлеб на склад, до тех пор, пока нам не будет предоставлена единица основного пищевого продукта. Поэтому транспортные маршруты и эффективно спланированные производственные цепочки становятся значительно более важными. Самая большая разница по сравнению с аналогичными этапами в Анно 1404. Транспортные тележки не размещаются на складах, а предоставляются производственными компаниями. Останется ли так в релизе, все еще не решено. Blue Byte Minds продолжает экспериментировать с балансом. В любом случае, создание стабильно функционирующей экономики станет намного сложнее, чем в Анно 2205. То же самое относится и к торговле. В то время как в Анно 2205 была только абстрактная торговля между регионами, в Анно 1800 снова появится возможность вручную загружать корабли и перемещаться в нужное место назначения. Если вы предпочитаете оставить это в автоматическом режиме, будут доступны торговые маршруты, где можно точно настроить каждую опцию. Как и в прошлых играх, настройка торговли будет осуществляться через порт. Здесь, как и прежде, будут, например, доступны выборы цен и объемы торгов. Разработчики из Blue Byte Minds также обещают совершенно новую и сложную систему дипломатии, в том числе различные поведенческие типы компьютерных игроков.
Каждый потенциальный противник имеет свою собственную повестку дня, свои приоритеты и отвечает в соответствии нашим действиям. Это должно обеспечить гораздо более высокую степень реиграбельности, чем в Анно 2205. С принципами функционирования дипломатии игроки смогут познакомиться уже в демо-версии. Нам предложат сюжет о гибели некого Карла Леонарда фон Малхинга, который попал в какую-то интригу после случая с восстанием рабочих. Как работает военная система, Blue Byte обязались рассказать позднее. Тем не менее, разработчики уже заверили, что битвы, в отличие от Анно 2205, больше не размещаются в отдельных боевых зонах, а будут происходить прямо в нашем родном регионе. И те, кто атакует своих конкурентов, должны также ожидать контратаки. Здесь будут уместны некоторые мои наблюдения. Рассматривая городской ландшафт, можно уверенно предположить, что в нашем распоряжении, как и в Анно 2205, будет отдельный архипелаг, однако с большим водным пространством. Судя по тому, что в порту вообще нет оборонительных сооружений, разработка военной составляющей игры только началась и на данный момент показывать нечего. Однако обнадеживает то, что сама структура портов будет расширяемой. В целом нам обещана отличная игра, сочетающая в себе лучшие достижения всей серии за почти 20 лет, прошедшей с выхода первой части Анно 1602. Насколько намерения разработчиков будут воплощены в новом игровом продукте, мы узнаем в течение времени, оставшегося до релиза, и, конечно же, с выходом самой игры Анно 1800. Есть вероятность успеха. Тем более, явно демонстрируемая открытость Blue Byte позволит игровому сообществу повлиять на разработку игры, привнеся в эту часть все то, что сделала Анно культовой серией. Это как минимум. И можно надеяться, что совместными усилиями в игре появятся новые черты, бывшие когда-то только идеями. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте, комментируйте и, если тема вам интересна, подписывайтесь на канал. С анонсом Анно 1800 мы продолжим внимательно следить за развитием новой игры и будем информировать подписчиков канала о всех деталях и этапах ее разработки, а также примем деятельное участие в проекте Anno Union. С вами был Игорь Гуда. Идея и техническая поддержка игровых механиков. Да и еще вероятны новые сюжеты по Анно 1404 и новые для канала разделы по Анно 2070 и Анно 2205. Впрочем, это зависит от вас. Удачи, продолжение следует.